А вы знаете, что можно методом нехитрых манипуляций буханку черного хлеба превратить в троллейбус? На самом деле это старый прикол, крылатая фраза, которая прочно засела у меня в голове с детских лет. И сегодня я буду рассказывать вам про мотоцикл, который именно с этой фразой в моей голове ассоциируется. С вами сегодня Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Поехали! Справа от меня вы можете видеть мотоцикл. Из разряда «родила царица в ночь, не то сына, не то дочь». Если присмотреться, то это вроде бы BMW. И в принципе, вроде бы даже гусь. Но когда мы начинаем рассматривать его подробнее, у нас возникает очень много вопросиков. Это довольно знаменитый мотоцикл, потому что он 2 или 3 года, насколько я помню, продавался на Авито. Автор всего творения неизвестен, но давайте посмотрим повнимательнее на него, что же в нем такого интересного. Сразу такой маленький секретик раскрою. Я взялся за ремонт этого мотоцикла, вернее, это даже не ремонт, это попытка помочь человеку. Только ради этого видео. Поэтому прямо сейчас поставьте лайк, напишите комментарий и нажмите обязательно на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых интересных видео. Их будет еще много. Начинаем осмотр с передней части мотоцикла. И видим здесь переднюю подвеску от гуся 1200 сухого с колесом, причем гребенка ABS под интегральный ABS. Вроде бы и приборка, и клюв, и даже топливный бак на своем месте. Да, тут он немного разобран, но потом наш взгляд перемещается в центр мотоцикла, и мы видим здесь мотор от 800-ки, вернее 650-ки, твиновый, двухцилиндровый. И тут у нас начинается удивление. Как это такая подвеска может сочетаться с таким мотором? Далее мы видим здесь самопальный радиатор с самопальным каким-то непонятным креплением, маятник, цепь со звездами и, в общем, какой-то непонятный хвост, который тоже от 1200. Сиденья, кстати, там тоже были от 1200. Владелец данного мотоцикла купил его по незнанию. Он живет где-то в регионе, но часто мотается в Москву. Ему продали его под видом нормального мотоцикла, но в котором есть небольшой, как ему сказали, легкий тюнинг. Честно говоря, я никому из вас не желаю таким образом быть обманутым, потому что это не что иное, как обман. Естественно, уже на второй день, когда владелец понял, что купил, он попросил старого владельца забрать его обратно. И до сих пор периодически об этом просит. Но, к сожалению, старый владелец отключил телефон и больше, видимо, никогда не будет онлайн. Далее он отдал его в какой-то один сервис, там он постоял, там развели руками, вроде как там меняли свечи, что-то еще ему делали. Потом он отдал его во второй сервис, последний сервис, кажется, находился где-то в Дмитрове, если я ничего не путаю. Там ему поменяли заднее колесо, он купил литой задний диск вместо спецованного, потому что был какой-то лютый колхоз. В общем, что-то еще ему там делали, мерили компрессию, вроде даже его завели. Но когда владелец собрался на нем попробовать прокатиться, он больше не завелся. На этом моменте сервис сказал, что дальше мы собирать его не будем. Я сам просто видел видео от этих сервисменов. Они сказали, что такие мотоциклы они собирать не умеют, они умеют только делать нормально. Если честно, у меня есть большие вопросы к этой фразе, когда я смотрю, как обуто заднее колесо. Владелец купил сюда бэушный, хоть и литой, но нормальный бэушный задний диск, новую покрышку мицеллер, хорошую, классную. И, видимо, в этом сервисе делали шиномонтаж. А когда мотоцикл стали забирать, выяснилось, что колесо потихонечку спускает. То ли там раз в неделю надо его накачивать, то ли как-то так. Но на нем владелец еще ни разу не катался, как вы можете понять уже, я думаю, из моих слов. А колесо уже спускает, хотя все новое.
И вот в данный момент на видео вы можете видеть причину, почему оно спускает. То есть это реально была допущена ошибка при шиномонтаже, колесо просто не село до конца, и, видимо, на это сервисмены не обратили внимания. Так бывает, когда люди берутся за технику, и как бы это оказывается сложнее, чем они думали. Они думали, ну, по-легкому денег срубить, но на самом деле срубили. Вот. Но как бы с задачей до конца не справились. То есть собрать не собрали, завести не завели, сказали, что на мозги пропадает питание или что-то еще. Знаете, почему мотоцикл не заводился? Потому что там свечи были пробитые, обе. И вот мой рилс о том, как свечи проверяются высоковольтным трансформатором, который, кстати, набрал нормально так просмотров из-за того, что там все срались, что мой метод плохой. Вот именно этим методом я просто выкрутил свечки и за 3 минуты определил, что свечи неисправны. Там прям четко было видно, что они пробитые. То есть я просто заменил свечи, и он завелся. Мне даже удалось кружочек по гаражам прокатиться. Ну, скажем так, построен этот мопед и построен. Достаточно он, конечно, странный, и мне непонятные решения. И главное в таких проектах это ответить на вопрос, зачем это делалось. Как это делалось, я могу понять. Здесь же действительно потрачено безумное количество времени и сил. И как минимум 2 мотоцикла было испорчено для того, чтобы этот, извините за выражение, высер построить. Потому что другим словом я его назвать просто не могу. И очень многие мои коллеги со мной согласны, что по сути единственный его путь это на разборку. Причем за стоимость раз в 5 меньше, чем владелец по незнанию его приобрел, а также вложил в его обслуживание. Запрос, который был направлен мне, это сделать с ним хоть что-нибудь, чтобы на нем можно было ездить. То есть уже никаких звезд с неба, уже просто разберитесь, ну как-нибудь попробуйте. Я сказал, ну хрен с вами, привозите. Но если это затянется там до сентября и далее, то я откажусь, потому что долгострои мне не нужны, тем более сейчас. У меня вообще-то планы на зиму улететь в отпуск, поэтому вот имейте в виду, кстати, кто хочет починить технику, имейте в виду, что лучше сделать это до конца августа. Еще есть примерно месяц, может быть там чуть больше, чуть меньше, пока я здесь, так что пользуйтесь моментом. Потом, если все пойдет по моему плану, я буду недоступен до весны, по крайней мере в Москве. Но я буду обязательно пилить для вас новый контент, и сейчас снимаю очень много контента вперед, так что не переживайте, контент будет. И ютубом я планирую заниматься серьезно. Итак, приехало это чудо ко мне, привезли его на эвакуаторе, и я стал разбираться. И самая главная проблема в том, чтобы его собрать, заключается в том, что здесь какой-то дикий колхоз. Здесь стоит топливный бак от 1200 на воздушном фильтре от 800-ки. Вернее, 650-ки. Но я ее всегда буду называть 800-кой, потому что для меня она 800-ка. То, что они там незначительно отличаются, это уже нюансы. Что интересно, диагностика этот мотоцикл определяется как 650-ка 2003 года. Хотя в 2003 году твиновых 650-ок еще вообще не производилось. То есть вообще очень странно. То есть мозги, по идее, не могут быть 2003 года. Они должны быть, ну, как минимум 2005-2006. Ну, короче, не пойми, что там происходит с кодированием. Вот. У него сходила с ума сигнализация и так далее. Но вот самая большая проблема это в том, что 1200 бак никак не сочетается с 800-м воздушным фильтром. Тут фильтр весь перепиленный, перекроенный, весь какой-то проклеенный, антигравием залитый. У горловины топливного бака вообще уплотняется шумоизоляция автомобильной, вернее виброизоляцией, которая растворяется бензином. В общем, это ужасно, просто это ужас какой-то вот. И во всем здесь совершенно ужасные какие-то конструктивные решения, страшные. Вот. Ездить на таком действительно я бы лично не стал, мне бы было неприятно. Но если владелец уж решил идти до конца, хорошо, я попробую ему помочь.
Мне это привезли, я это запустил, потому что я сказал, что единственной на самом деле ценной вещью здесь является мотор. И есть смысл продолжать, только если он заведется. Значит, он завелся. У него беда с холостыми, он очень плохо разгазовывается. Я грешу на то, что в воздушном фильтре у него стоит клапан холостого хода, и там очень большой колхоз, прям с каналами, лютый. И это надо все переделывать. Он купил оригинальный корпус фильтра, но его невозможно туда поставить. Сервис сказал: извините, мы не умеем. Вот. По итогу я думал, что с этим всем можно сделать. Вот как раз таки не стал сразу вам снимать про него видео, чтобы рассказать вам про какое-то конкретное решение, чтобы, что называется, было понимание, что мы с ним будем делать. И я придумал. Где находится топливный бак у 800-ки? У 800-ки топливный бак находится под сиденьем, вот тут. Горловина находится сбоку. Я посмотрел, рама от 800-ки в принципе не имеет особо никаких серьезных изменений в этой части. В передней имеет, а в задней не имеет. Тут крепление мотора и в принципе все крепления, почти все крепления хвоста живые. Одно только срезано. Подумал, вроде амортизатор здесь 800-й, ну я надеюсь на это, по крайней мере похож. Он крепится к маятнику, там правда какие-то втулки непонятные точили, в общем будем еще с этим разбираться. В крайнем случае амортизатор от 800-ки где-нибудь уж найдем. Я прикинул и понял, что отличным вариантом будет найти хвост от 800-ки оригинальный, вот эту вот всю порнографию выкинуть. Вот. Сиденье тоже от 800-ки, бак от 800-ки. И, соответственно, заднюю часть мотоцикла более-менее привести в оригинальный вид. Тогда можно будет выбросить вот это вот непонятное чудище, выбросить этот колхозный корпус фильтра, поставить туда нормальный и хоть как-то более-менее собрать его, чтобы он был работоспособен. Думал, вроде как должно получиться. И вот сегодня, собственно, планирую начать его разборку, потому что я уже согласовал это с владельцем, нашел запчасти, и вот они у меня все там в кучке лежат. Я купил хвост от 800-ки родной, топливный бак, бензонасос, пластик бака, горловина бака должна это подойти, я надеюсь, что ее там не испортили. Ну и сиденье, собственно. Также купил лопату под номерной знак 800-ю, но еще не купил стоп-сигнал. Возможно, придется, потому что он там диодный. Короче говоря, такая вот непонятная хреновина. Она по-своему интересная, но, к сожалению, техническое состояние тут тоже так себе. Единственным живым местом является мотор. Я пошатал, шарики в верхней траверсе мертвые, вилка какая-то, не знаю. Вроде как ее перебирали, но как перебирали, не знаю. Потому что следы масла есть. Может, это следы смазки, когда собирали, смазали что-то, сальники или что-то. Может такое быть. Вот. Но у меня очень-очень много вопросов. Прям этот мотоцикл один сплошной вопрос. Вот этот вот передний рычаг, он полностью самодельный, и, судя по всему, он сделан из чернухи. То есть в местах, где есть сколы на краске, он ржавеет. Если что, у 1200 этот рычаг всю жизнь был алюминиевый. И даже, наверное, на более старых версиях тоже. Поэтому это несколько меня удивляет, скажем так. Это, во-первых, какой вес лишний. Мотоцикл этот безумно высокий. Если на обычном гусе я хоть как-то достаю ногами, то здесь вообще никак. Не знаю, по какой причине он такой высокий. Но, на мой взгляд, ездить на нем нельзя. Тут очень круто выведены клеммы аккумулятора. Я даже шумочкой одну заклеил, чтобы случайно не коротнуть, когда мы аккумулятор подзаряжали, потому что снять с него аккумулятор — это вообще дичь. Гребенки АБС на переднем и заднем колесе от разных АБСов. То есть передние от интегралки, задние от 800-го. То есть, естественно, работать это не может. Это надо что-то переделывать, что-то проектировать новое. Короче, этим мы заниматься, скорее всего, не будем. Пока надо просто поставить его на ход, чтобы человек мог на нем хоть чуть-чуть покататься. Ну, а дальше будет видно. В общем, такая вот история. Я считаю, что история очень поучительная, потому что гораздо правильнее и лучше
учиться на чужих ошибках, а не на своих. Учитесь на чужих ошибках и ездите на классных мотоциклах. А когда у вас классный мотоцикл, который максимально заводской, вы можете обслужить его в соответствии с рекомендациями производителя. Вот для таких вот нестандартных ситуаций инструкцию написать невозможно. И обслужить этот мотоцикл сможет только энтузиаст, возможно, типа меня. И то, кто знает. А для всех стандартных ситуаций можно обратиться к рекомендациям производителя и составить для них мануал или обучающий курс. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Я записываю для вас обучающий курс по обслуживанию Suzuki Skyway Burgman 650 и Skyway Burgman 400, начиная с 2007 года, с упоминаниями старых кузовов. В общем, постараюсь максимально подробно и структурированно дать вам всю информацию, чтобы вы могли своими руками обслужить, сделать основные необходимые регламентные работы своими руками, сэкономить на услугах сервисов, и так вы сможете не бояться попасть к рукожопым механикам, которых везде и всюду очень много. Хочешь сделать хорошо, сделай это сам. А с вами сегодня был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать мой канал по ссылочке в описании или в закрепленном комментарии. Да, ну и вы знаете, обязательно лайк, комментарий и колокольчик. Всем пока!